Всем привет, меня зовут Дима, я фрилансер, занимаюсь версткой сайтов на Elementor по готовым макетам Figma, XD и Photoshop. Хотел бы поделиться своим опытом, может кому-то он пригодится. Так как я верстаю по уже готовым макетам, я использую тему для работы Hello Elementor. Это так называемый чистый холст, в ней нет ничего лишнего, что положительно сказывается в дальнейшем на скорости загрузки сайта. Первое, с чего я начинаю, это настраиваю Elementor под шаблон. У меня шаблон взят из интернета, просто для примера. Вот такая страничка. Сейчас все объясню и расскажу. Первое, идем в настройки Elementor. Функционал. Включаем Flex контейнеры. Это важно и обязательно. Никогда не верстайте на секциях, вы замучаетесь. Сохраняем изменения. Далее переходим в шаблоны, конструктор тем. Верстку я всегда начинаю с шапки, поэтому сразу создаю шапку. И уже в ней произведу все необходимые для верстки настройки. Так, сразу сохраню, опубликую, добавлю condition. Это означает, что моя шапка будет отображаться на всем сайте. Сохранить. Переходим в настройки сайта. Первое — это настройка глобальных цветов. Здесь они у нас сейчас просто по умолчанию стоят. Переходим в макет, смотрим, какие у нас будут использоваться в макете цвета. За основной цвет я беру цвет основного шрифта, то есть текста, так как в основном это будет текст. И здесь текст и заголовки разного цвета, поэтому я беру за основной цвет, это цвет шрифта. Этот цвет я устанавливаю сразу на все 4 позиции, то есть первый, второй, текст и акцент. Так удобнее, так как по умолчанию сразу, если мы пишем текст, у нас сразу нужный цвет. Если нам надо будет, например, создать заголовок, то мы уже выберем дополнительный цвет. Вторым цветом я беру цвет заголовков. Добавляем его как пользовательские цвета. Далее смотрим еще, какой у нас здесь цвет есть. У нас здесь есть оранжевый цвет. Его тоже я добавляю, чтобы не терять потом время. Добавляю как пользовательский цвет. Далее здесь у нас есть форма, у которой есть тоже поле серенького цвета и граница, обводка. Поле у нас, значит, здесь будет светло-серый цвет. Текст у нас такого цвета. Тоже добавляю его в набор. Далее здесь у нас еще есть белый шрифт, его тоже рекомендую добавить. Он, скорее всего, тоже будет где-то потом встречаться, поэтому его тоже добавляем. Так, сохраняем. Все, у нас все цвета добавлены. Основные. Ну, это
Ну, эти бы цвета я тоже добавил, но просто сегодня первый урок, поэтому они нам не пригодятся. Далее переходим в настройку шрифтов. Смотрим, какой шрифт у нас используется в макете. Так, заголовки у нас. Ну, я вижу, что это текст Ubuntu. Заголовки Ubuntu. Текст Ubuntu. Скорее всего, по всему макету у нас будет этот шрифт, поэтому да, Ubuntu. Поэтому здесь мы выбираем также на все 4 позиции этот шрифт. Он у нас есть в наборе Elementor, поэтому просто здесь ищем в поиске Ubuntu. Так, здесь жирность 600, рекомендую поставить сразу 400, потому что весь основной текст у нас будет первым набором, чтобы лишний раз не переключаться. Если где-то надо будет жирный, потом включить, так будет проще и быстрее. Ubuntu. Также на все 4 позиции оставлю Ubuntu. Так. Теперь, если у нас в макете используется шрифт, которого нет в наборе Elementor, нужно будет эти шрифты настроить отдельно. Сейчас покажу, как это сделать. Переходим в админку. Заходим в Elementor. Пользовательские шрифты в этот раздел. Я для примера скачал шрифт Gilroy, так как мне тоже с ним приходится часто работать. И сейчас добавим его в набор. Здесь можем написать любое имя. Ну, лучше, чтобы соответствовало. И жирность 400, это основной будет жирность основная. И добавляем сюда вариации. Вот у меня скачана папка со шрифтом на рабочем столе. Здесь автоматом определяется формат. И смотрим, ищем регуляр. Select. Здесь, как правило, при скачивании шрифтов там в папках идут вот эти форматы WOV, WOV2, TTF и IOT. Иногда редко бывает, что только один формат TTF, поэтому если у вас есть полностью все форматы, их надо будет все загрузить. То есть они сразу здесь автоматом появляются, просто выбираем нужный нам регуляр, TTF, и IOT. Это все у нас идет 400 жирность. Опубликовать. Вот он у нас появился. Далее, если мы хотим добавить еще какие-то жирности, если у нас в макете, допустим, там 500, 600, 700, болт. Для примера добавлю я, допустим, жирный 700 болт. Также выбираем из папки нужный формат. Болт, вот он у нас идет 700. Дальше 700, TTF, болт, TTF, болт и вот болт. Опубликовать нажимаем, и вот у нас появляется Elementor. Вот у нас появился жирность 700. Далее снова переходим в настройки сайта. Лучше здесь обновить, чтобы он у нас появился в наборе. Это у нас все шапка. Здесь мы будем верстать шапку, но настройки я обычно сделаю прямо здесь. Так, у нас открылись настройки. Переходим в глобальные шрифты. И, допустим, у нас для заголовка будет использоваться другой шрифт. Мы его добавляем как пользовательский. Ну, допустим, Gilroy. Но здесь тоже лучше добавить сразу все жирности, которые будут использоваться в макете, чтобы было удобнее.
ищем. Вот они у нас, кстати, появились здесь в самом верху. Вот у нас Gilroy 700. И добавим, допустим, еще 400. Так, Gilroy 400. Сейчас позже покажу, как это все будет работать. Так, все, здесь мы все сделали. Здесь остальные настройки я обычно не трогаю, не использую. Поэтому переходим сразу в настройки макета. Ширина макета — это так называемая ширина контентной части. Переходим в макет, смотрим, у нас контентная часть. Контентная часть у нас это вот эта область, где будет размещаться весь контент на странице. Бывает, что некоторые блоки выходят за пределы, но это потом все можно будет установить непосредственно в настройках контейнера. Поэтому смотрим, контентная часть у нас 1230 пикселей. Задаем ее здесь. Сразу же обнуляем все отступы и отступы между элементами в контейнерах. Тоже сразу обнуляем. Переходим в раздел Breakpoint. Здесь тоже лучше ничего не трогать, если у нас макет сверстан только под, допустим, под десктоп-версию и под мобильную. Здесь лучше ничего не трогать. Я потом покажу макеты, которые сделаны под 5 разных устройств, и также потом объясню, как это настроить брейкпоинты. Все, основные настройки сделаны. Сохранить. Здесь мы будем ставить шапку, это будет во втором уроке. Я покажу, как это делать. И сейчас просто покажу, как все это будет, можно будет быстро использовать все настройки. Допустим, мы хотим добавить на страницу текст. Вот, по умолчанию у нас он серым цветом, как мы указывали, там основной цвет, и шрифт Ubuntu. Допустим, если нам надо быстро поменять цвет какой-то, мы просто нажимаем сюда и выбираем нужный цвет. Не чтобы писать вот здесь, задавать код, там смотреть в макете, допустим, какой вот этот цвет. Смотреть, допустим, вот. Брать его отсюда, копировать, сюда вносить. Мы просто нажимаем здесь глобальные цвета и выбираем любой цвет. Вот у нас автоматически. И в дальнейшем, допустим, если у вас, допустим, сменится дизайн и так далее, можно будет сменить глобальный цвет, и по всему сайту он изменится. Также и типографика, шрифт. Вот у нас идет, это все у нас идет Ubuntu. Если мы хотим, допустим, поставить Gilroy 700, нажимаем, и вот у нас автоматом он встает таким шрифтом. Здесь останется нам только сменить размер, допустим, и так далее. Это очень удобно, это очень ускоряет работу. Ну и вообще вот так. Все, на этом первый урок закончен. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Также ставьте лайки или дизлайки. На все вопросы отвечу. Могу даже снять видео. В следующем уроке будем верстать шапку. Всем пока.